Участок немножечко непонятно. Сейчас будем фотографировать и смотреть. Вообще, конечно, для меня большая загадка, зачем люди покупают на таком большом расстоянии от города участки. Кроме того, что это каждый день надо будет кататься по этому расстоянию, ребята, учитывайте то, что сюда еще каким-то боком будет доезжать всякая строительная техника. Ну и вот вам первые признаки цены участка. Приехал, это у нас конец ноября. Вот такое болотце уже стоит. Сейчас объясню, откуда оно и почему. С точки зрения, конечно, красиво внешнего вида. Тут у нас, да, березовая такая типа рощика стоит. Но на самом деле не все так просто. Сейчас расскажу. Ну, во-первых, расстояние до участка. Я от своего дома ехал там почти 50 минут. Я понимаю, что там от другой стороны Кольцевой было бы быстрее, но тем не менее, если это дом для постоянного проживания, то есть тут надо крепко подумать. Значит, дальше смотрим на вот эти вот березовые рощики, да. Все это, конечно, выглядит красиво, но по факту вот эти все березки попадают на пятно застройки. И, ну, я боюсь, от них ничего особо не останется. Может, 2-3 березы, да, там в конце участка еще тоже есть вот эти березки, но в конце участка там и сюрпризы еще есть. Значит, дальше. Участок имеет свой ландшафт. Верхняя точка там, где стоит машина, и дальше идет на понижение. Вот в эту сторону участок уходит вниз, должно быть видно. И то же самое по диагонали он уходит вниз, вот туда, в сторону вот этой всей опушки. Что это значит? Вода с верхней точки после каждого дождя, после каждого таяния снега, весной, после ливня летом будет стремиться в сторону пятна застройки. Пятно застройки предполагается где-то вот здесь. В доказательство, пожалуйста, конец ноября. Идем смотрим, что это у нас. Стоит вода. То есть, ну, вот она стоит. Блин, вот, кстати, ну вот вам. То есть, конец ноября, влагонасыщенный грунт. Дальше. Сюрприз, о котором я говорил. Березовые рощи. Все это красиво. Вода стоит. Многие скажут, там эту воду можно отвести. Да, можно отвести. Но в конце участка у нас вот такая вот канитель есть. Некий водоем. Я сначала подумал, что пожарный. Но я потом обратил внимание, что вот там, видите, одна труба у нас. Где тут? Вот одна труба. И вот там вторая труба. То есть сюда кто-то организовал сброс воды. Я не знаю зачем. Потому что здесь вот, ну, вроде как нет никаких участков соседних. Вот там вот где-то за горой там участки есть. Но неужели они оттуда так далеко тащат воду? Здесь еще один маленький канавка. И здесь, смотрите, что у нас? Тоже труба. То есть, причем труба, даже непонятно, получается, это у нас водосброс идет вот оттуда сверху, вот в этот большой водоем. А если не справляется, по второй трубе еще вот в этот маленький типа сбрасывается. То есть, совершенно очевидно, что проблема с водой здесь существует. И, скорее всего, да, ребята сбрасывают вон с тех вот участков воду вот в этот водоем. Более того, я связался с нашими геологами, скинул геолокацию, говорю, ребята, что здесь может быть? Сразу с лету сказали, скорее всего, глина. Потому что, ну, в соседних СТшках, там где-то в деревнях делали геологию кому-то, и там была глина. Что это значит суммарно? Глина плюс вода. Глина – пучинистый грунт. Каждую весну влагонасыщенная глина будет расширяться, пучиниться, так называемый процесс пучения, да, и будут проблемы с фундаментом. Забегая вперед, теоретически здесь мог бы быть плитный фундамент с дренажом, но, опять же, водоотведение надо планировать очень четко. Ввиду непростого ландшафта участка, здесь какие-то будут, ну, надо делать вертикальную планировку, какие-то дренажные трубы здесь сувать, может быть, даже какую-то небольшую подпорную стеночку придется организовать. Еще одна проблема, которую однозначно я бы выделил именно как проблему, это соседи. Ну, вот можно посмотреть. Здесь у нас садовое товарищество, поэтому живут здесь, как правило, дачники. Если живут зимой, большой вопрос, кстати, да, вот если зимой они здесь не проживают, то будут ли здесь вот эту и без того непростую дорожку чистить от снега? Большой вопрос. У них тоже, видите, сложные ландшафты, ну, тут какие-то плюшкины. Видите, какие-то теплички, курятники и все прочее. То есть, ну, ребята, вот это все надо будет каждый день проезжать минимум 2 раза. Утром, когда вы едете на работу, и вечером, когда возвращаетесь домой. Готовы ли вы к такому пейзажу? Ну, тут решайте сами. Не очень далеко трасса располагается. И, кстати, если камера передаст, прислушайтесь, насколько, ну, меня лично раздражает шум автомобилей.
на подъезде к участку дорога имеет вот такое вот закругление, тут практически 90 градусов. Что это значит? Тяжелая техника будет просто плеваться в вашу сторону, потому что, допустим, длинномер, ну, не знаю, с плитами перекрытия сюда просто не сунется. Вот, поэтому, приобретая такой участок с такой конфигурацией вот дороги, надо понимать, что вы уже будете ограничивать какие-то конструктивные решения, ограничены в каких-то конструктивных решениях. То есть какие-то длинные стройматериалы, допустим, там длинные балки перекрытия, либо плиты перекрытия, сюда подвести, ну, будет сильно проблематично. То есть, ну, грубо говоря, многие водители длинномеров могут просто отказать вам в своих услугах. Вот. И это что значит? Значит, здесь будет бетон. То есть бетонные перекрытия, если это, допустим, двухэтажный дом. Вот. Если одноэтажный, там, ну, может быть, как-то можно будет выкрутиться какими-то балками. Но, тем не менее, все эти вещи надо учитывать, когда выбираете себе такие участки. Свет на участке есть, электросчетчик стоит, но я ни у одного соседа не увидел газовой трубы в соседних домах. То есть, ну, может быть, конечно, есть вероятность того, что не хотели себе проводить, но что-то мне слабо верится, потому что вся деревня отказалась. То есть, если здесь еще газа нет, то есть, ну, блин, ну ходить тут, слушайте, уже неприятно. Я вот в ботах таких как бы проваливаюсь в этот влажный грунт. Значит, и еще один минус, который я хотел бы обозначить. Вот там за спиной находится трасса. Достаточно оживленная, я не знаю ее номер как бы дороги, там можно потом посмотреть, но не суть. И вот я стою здесь на участке, ну, минут 20 уже, и меня раздражает этот шум. Вот послушайте. Кроме того, что птички поют, очень слышно, как ездят машины. Не знаю, камера передаст или нет. Вот. И, ну, тут спокойного, здорового сна в день или вечерком может не получиться. Из бонусов приятных здесь вот кто-то туйки посадил. Маленькие. Не знаю, с какой целью. Но вот их тут сколько-то штук стоит. Молоденькие в этом году, видимо, сажали. И если их как бы... Кстати, да, есть вероятность того, что их в следующем году выкопают. Тот, кто посадил. Может быть, кто-то обозначил таким образом границу участка. И вот этот участок тоже непонятно, он под застройку или нет. Пока не ясно, потому что кто-то вроде как начал за ним ухаживать, но очень быстро это все дело бросил. Вот. И, ну, если здесь еще и соседи будут, получается, что вот этот участок, он, ну, вроде как не крайний. Короче, резюмируем. Значит, цена участка около 15 тысяч долларов. Ребята хотят торговаться, как бы, но... Честно сказать, видал я участки получше. Здесь, смотрите, из плюсов. Ребятам понравилась локация. Хорошо, это субъективно. Мне не нравится, ребятам понравилось. Окей, да, давайте запишем это в плюс. Из плюсов может показаться, что здесь у нас березовая роща, как бы, да, вот она там за спиной там и так далее. Но по факту она попадает на пятно застройки дома, и как минимум половина из этих березок будет уничтожена. Может, даже все, не знаю. А если мы хотим сохранить березы, значит, мы ограничены в пятне застройки. Поскольку это садовое товарищество, да, мы можем отступать не 3 метра от границы участка, а, допустим, метр, тем более, если здесь нет соседа. Но, тем не менее, тогда наш дом будет находиться в самой нижней точке участка. Соответственно, с верхней точки у нас будет постоянно в нижнюю точку стремиться вода. А, как мы уже говорили, здесь у нас глина. То есть каждую весну у нас будут проблемы с морозным пучением. А по геологии, если это глина, забегая вперед, здесь, скорее всего, будет плитный фундамент. Плитный фундамент, значит, из минусов, давайте их запишем. Его нельзя оставлять на зиму не загруженным. То есть, если вы в этом году покупаете такой участок, в следующем году вы должны поставить фундамент, стены, перекрытие и сразу крыши, нагрузить все это дело до зимы. Потому что весной сам по себе фундамент, он будет просто подниматься вверх относительно своей проектной отметки. Почему? Потому что будет пучиниться грунт под ним. Здесь, повторюсь, влага у нас, глина и все подряд. И еще нижняя точка по ландшафту. Еще из минусов соседи, да. Ну, я не люблю таких соседей, правда, честно скажу. Почему? Потому что, да, у них своя жизнь, как бы к ним претензий как таковых нет. Но я каждый день буду смотреть на вот это вот. Мне не нравится, я не готов. Из минусов давайте дальше. Если в семье есть дети, здесь, если дачники, как бы, ну, с детьми будет как бы беда поиграть, походить куда-то там еще. Вот эта вот канава, в которую сбрасывают воду, я так понимаю, что вон оттуда там ребятки проживают, как бы, да, и у них там есть какой-то трубопровод, и они сюда сбрасывают воду. Ну, тоже шляпа. Если эта ванна наполнится весной доверха, то будет сильно неприятно. Вот. Ну, опять же, забор-то, если по границе участка ставить, он будет постоянно туда-сюда болтаться. Короче, одним словом, мое мнение,
Если бы этот участок стоил 1000, там, 2 или 3 долларов, его можно было бы купить, дабы поставить на нем какой-нибудь легкий летний домик на легком фундаменте и приезжать сюда кайфовать, смотреть на березовую рощу. Если этот участок рассматривается как площадка для строительства дома, для постоянного проживания, не надо вам это, правда. Проблем много, а удовольствие получите за эти деньги, ну, вроде как и немного. Надеюсь, ролик был полезный. Ставьте лайки, пишите комментарии. Хейтеры, собирайтесь. Диванные строители тоже подтягивайтесь. Берегите все себя и помните, что без проекта строят только бобры.